Ребят, всем доброе утро. Начало 5-го дня. Все, встаем, умываемся и продолжаем путь дальше. Все, ребят, умылись, попили кофе, перекусили так слегка у коллеги в автобусе. У него плитка, там чайничек, все дела. Вот, пожарили яишенки и поехали по такой вот дорожке. Я так понимаю, она тоже с плит, даже вот соединение, и едешь так, как будто, ну, тоже плиты. Но тоже идеальная. Так, дальше мы поедем, короче, до первого кафе. А возможно, это первое кафе будет через 200 км. И это уже будет, наверное, обед. Ну а там дальше посмотрим, потому что сегодня обязательно нужно помыться, побриться, постираться. Так, вот, Новосибирск, 479 км. Вот, вчера надо было это сделать, но все-таки ладно. Что-то тут мы замешкались, проехали, короче, баню, ну, мою любимую. Вот, и в итоге вот перед Новосибирском будем в той, наверное, опять же, в той гостинице. Вот так. Ладно, едем потихоньку и наблюдаем за происходящим вокруг. Ну, в принципе, уже все видели, и вы видели, и я видел. Видно, да, что фермы здесь еще работают какие-то. Стоянка. Кафе, ребят. Пойдемте перекусим. Нормальненько так, кашки какой-нибудь. $200. Всем приятного аппетита, всем, кто сейчас завтракает. Ребят, кафе не особо так нормально. То есть, видите, да, и народу вообще там никого абсолютно. Даже не фуры, даже простых, даже, я не знаю, просто хотя бы кто-нибудь заехал. Вот мы заехали, один кофе заказал, и мы вдвоем. Вот я взял вот позавтракать, и что-то, блин, не особо. Даже разогреть толком не могут, наполовину все холодное. Так что не рекомендую. Ну что ж делать? Что сделал, то сделано. Ладно, будем знать. Ладно, едем дальше. Так, ребят, Газпром. Цена перед Новосибирском. Цена 44,90. В принципе, нормально, да? Ну, так, сколько? Ну, километров, наверное, счет 250, 270 вот так. Эх, ребят, выехали на бетоночку новосибирскую. Класс, да? Но она, правда, поменьше вроде прыгает, чем там в Челябе. Но круто, круто. Вот если была вообще, представляете, везде такая дорога. Как бы было зашибись. То есть, например, там от Москвы и там куда-нибудь там, я не знаю, до Владика, например, до Владивостока. Вот так вот. Просто было бы замечательно. Но это, конечно, только мечты неосуществимые. Может быть, когда-нибудь, но вряд ли. Ну вот, Росавтодор, Федеральное дорожное агентство, все дела, скоростной режим соблюдайте. Но было бы, конечно, блин, я не знаю, никто никому бы не мешал никогда. Все бы ехали спокойно, никаких пробок бы не было там или еще чего-нибудь. То есть две сюда, две туда, стояночки. Как их называют за границей? Как пик-стопы, что ли? Пик-стопы. Если кто знает, то напишите в комментариях, поправьте меня, если я не то говорю неправильно. Согласитесь, было бы классно. Вот сейчас едешь и вообще прям шикарно просто. А то едешь и смотришь в зеркало, кто догнал, кто начинает обгонять. Не дай бог, кто-нибудь справа еще начнет.
А такие, кстати, есть, кто начинает по обочине обгонять на скорость. В Набережных Челнах особенно. Вот. Ладно, едем дальше. Так, ну вот она, заправочка Лукойловская. Практически в Новосибирске. Так, и цена здесь, сейчас мы посмотрим с вами, 45,70 на Лукойле. То есть вот так сравнивайте там сами у себя, смотрите. Ну, для себя я имею в виду. Так, а мы сейчас заезжаем, заправляемся и в душ обязательно. Ну что, ребят, помылся, заново родился. Ну, я вам показывал уже год назад именно эту кабинку. Вот туалет. Так что 150 душ и 150 стирка. Сейчас дожидаю стирку и едем дальше. Что, ребят, Новосибирска, всем привет. Всей Новосибирской области тоже привет. Так, свернул я уже на, как его там зовут, на Кемерово. И туда дальше. Помылись, побрились, привели себя в порядок. Офигенно. И держим путь дальше. Так, обедать мы, наверное, будем и ужинать сразу же. Одновременно. Наверное, в пельмен. Наверное. А может где-то в другом месте. Так что посмотрим. Ну, пельменную вы, наверное, видели в прошлом ролике. Кто не видел, то посмотрите. То есть снимать, думаю, ну, не стоит 100 раз одно и то же. Так что, кому интересно, посмотрите предыдущий перегон. Там все будет. Вот. Так что едем, ребят. Потихоньку, полегоньку. Ребят, ну вы помните, да, эту пельменную? Если кто не видел, то посмотрите предыдущий перегон. Вот, там я делал небольшой такой обзорчик. С меня просто прям фигашит пот, духотища неимоверная. Так, чтобы не пищало, вот, ребят, потом опять открывали. Все, перестало пищать. Вот, кому интересно, то посмотрите, потому что 100 раз одно и то же, как бы, ну, смысл снимать. Потому что еще все впереди, еще, как сказать, километраж больше даже ехать, чем мы проехали сейчас. Так что вот так. Вот и 5-й день, световой день, подходит к своему завершению. Так, мы едем. До Кемерово нам осталось 106 километров. А там дальше посмотрим, где станем. Может быть, пройдем Кемерово, может быть, нет. Вон впереди вроде как уже пробка, да, или нет? По навигатору вроде нет. Кстати, вчера что-то было. Да, пробка, ребят. Он красный. Вчера что-то, вчера и позавчера с навигатором какая-то фигня была. Вот зеленый, вот видите, стрелочка, все зеленое, там показывает, когда пробки, когда движение затруднено. А вчера просто она, вот так, например, зеленым работает, минут 15 поработает, бах, превращается в черную. И то есть и не видать ни там, ни пробок, ни затруднений дорог, вообще ничего. Вот, ну сегодня вроде тут вроде наладилось. Может быть, конечно, обновления какие-то были. А, нет, это стоянка. А я подумал, там вереница машин стоит. Вот, такой расклад, такой план. Ну, не знаю, может быть, конечно, все в одночасье поменяться. Ну, наверное, 100 километров, я думаю, пройдем еще, блин, ну, нормально. Да и спать-то вообще неохота. Как разница 4 часа с московским. Еще организм не перестроился, все еще живет в московском времени. Вот. Короче говоря, пока вот мы с вами разговаривали,
И мы выезжаем сейчас. Сейчас должна, наверное, смс-очка прийти. Вот поворот на Томск. Когда-то я здесь проезжал. Кстати, если кому интересно, то посмотрите. На канале есть. Берегом Томск. Да, вот еще одна стела. Сейчас светло, хоть видно, то это я ночью тут все проезжал, не видно было. Вот. Кемеровская область. Ну и по традиции всем, кто смотрит меня с Кемеровской области, всем огромнейший привет, ребят. И добрый вечер. Вот такая карта, все дела. Прикольно. Новая дорожка. Просто шик, блеск. Респект. Кемерово! Доброй ночи! Так, сейчас у вас время 23:16. Вот. Заехали к вам уже глубоким вечером, практически ночью почти что. Так, ладно, едем. Конечно, я второй раз только здесь, но все равно нам нужно быть внимательно, потому что дорогу я толком не знаю. Ориентируюсь на навигатор тоже. Где лево, где право поворот меня ждет. Прошлый перегон снимал я, где спускались. Я там задавал вопросы. Вот. Сейчас мы чуть-чуть другой дорогой едем. Там мы ехали на ТО по гарантии. Кстати, тоже термостат. Вот. Сейчас мы едем другой дорогой. Ну, конечно, в самом Кемерове вот эти вот клеи. Но до Кемерово офигенная дорожка. Просто, я не знаю, просто бомба. Ночной Кемерово. Во. Ночное Кемерово. Только сейчас мы, конечно, ехали какими-то курмышами, он нас повел, и вот вывел все-таки на, я так понимаю, центральную трассу. Здесь мы тогда ехали. Ребят, ночной Кемерово, переезжаем реку. Смотрите, как красиво. И на горе крупными буквами Кузбасс написано. Вышки там. Прикольно, прикольно. Все равно днем едешь одно, вечером, ну, ночью, когда при свете вот, при фонарях, совершенно другой вид. Красиво, конечно. Красная горка. О, нифига здесь провалы. Ребят, Кемерово. Что, посмотрим? Топливо. Что почем в Кемерове? 44,80. Ну, в принципе, нормально. Лукойл. Так, народ, на сегодня все. Так, остаемся мы в Кемерове. Сейчас встаем вот рожи к роже на стоянку. И, в принципе, все. Так что всем спокойной ночи и до завтра. Народ, всем доброе утро. День 6. Я в кафе. Никого пока нет. Все просыпаются, там только встают. Время 9 утра по местному. Так что сейчас едим кашки молочные, кофе черный, сладкий. И едем в сторону Красноярска. Вон двое коллег поехали. Но из другой фирмы.
Так что вот. А пока смотрю мультик. Еще раз всем доброе утро и приятного аппетита. Все, народ, выезжаем мы. Начало 6-го дня. Снова, блин, Жагран, вообще финиш просто. Вот натуральная теплица с меня прям льет, я не могу. У меня уже все глаза, блин, залило. Уже второй день заливает, или третий, потом. Ну, фигово, короче. То и дело, вот. Умываешься, собираешь. Вот видите, тучки ходят, вернее. И вот эта вот душегубка. Ну, пипец, короче. Так, ладно, по традиции. Спасибо этому дому, идем к другому. Сейчас едем на Красноярск. Впереди у нас. Вот, ребят, хочу поделиться еще с вами. То есть Кемерово проезжаем, и все, и равнина кончается. Вот сейчас едем. Спуски, подъемы, такие повороты крутые. Местами даже 90 градусов есть. Вот. Так что вот как-то так. Но, правда, не сильно затяжные. Вот. Так, сопки, пригорочки. Но все равно. Равнина, как, например, до Новосиба, уже такого нет. Кемерово на Краснодар. Дорога, в принципе, так ничего. Вот, но, естественно, не равнина, а уже вот такая вот. С горы, в гору, с горы, поворот, заворот. И вот такая двойная. То есть никаких уже сюда-туда в две полосы уже не видно и не предвидится, я думаю. Вот. Так, 3 ремонта уже. Это вот 3-й ремонт встретился нам за сегодня с утра, и вот время почти обед уже по местному. Так что дальше я не знаю, что будет. До Красноярска 280 примерно км. Обедать где будем, я пока тоже еще ничего не знаю. Был я здесь ночью тогда, в прошлом перегоне, и особо я толком здесь ничего не видел и не запомнил. Так что это как бы новенькое, но в принципе смотреть такого нечего. Лес, эти холмы, даже не горы, а холмы. Вот. Особо такого ничего пока не происходит интересно. Как, естественно, будет что-то интересное, я обязательно покажу вам, поделюсь, так сказать. Сейчас ту сторону пропустят, включается светофор, как обычно. И поедем мы. Так, ребята, пришла смс-очка. Мы благополучно въехали в Красноярский край. Всем с Красноярского края, кто смотрит меня, всем привет! Дорожка у вас вроде как так ничего. Пока. Дальше посмотрим. Еще только въехали. Погодка. Конечно, жарко, душно. То есть вот видите, тучки, облачка. Где-то, ну, может быть дождик или дождю, но, блин, пипец как душно. Открыл там в салоне все форточки, включил вытяжку. Вроде вот едем нормально. Смотрим за лесом.
и за дорогой, и за обстановкой вокруг. Сзади вроде никого. Ну, трасса так, конечно, ну, не такая, как, например, до Новосиба. Такая плотненькая такое как бы движение, там то и дело фуры вгоняет. Здесь уже такого, конечно, нет. Уже посвободнее намного. Ребят, смотрите, какая природа. В Красноярском крае красота какая. Там облачка такие дотрагиваются до вершин холмов. Я, конечно, понимаю, что это не горы, но все равно. Вот, например, где я всю жизнь прожил, там такого нет. А здесь вот есть. Здесь необычно, кажется. Здесь вроде так как бы, ну, ровно, а там волны такие горы. Прикольно, одним словом. Классно. Ребят, смотрите, какая гора. Что это, карьер или что это такое? Там он наверху. Какие-то эти краны, что ли, экскаваторы. Фига себе. Я, честно говоря, впервые вижу такое. За эту гору так заехали, объехали. И такой заводик. Блин, за зеркало не видно. Заводик такой капитальный. Трубы, пар там парит все. Кто местный, ребят, напишите, что это такое. Что за завод, я имею в виду. Что он производит. Вот. Все такое. Ну, кто знает. Будет интересно. Большой, да, однако. Обводная или окружная Ачинска. Дороги вообще нет, посмотрите. Просто финиш. Фуры едут еле-еле. И мы то же самое. За ними. Вон, Нива. Да, еще светофор там какой-то. Буераки. Как будто не по дороге, а я не знаю, где едем. Светофор, смотрите, в кустах. Вообще, хоть бы подстригли что чуть-чуть. Вот это окружная, обводная, ребят. Вообще огонь просто. Не то что яма, а канавы, офигеть можно. Движуха, пробка такая, капитал. Шоу, поле чудес. Фиг знает, что тут происходит, конечно. Вроде он дальше так себе. Да, Ачинск. Тоже мне город. Нормально здесь так затырили денежку, чтобы не строить эту дорогу. Все ясно. Ну что ж, стоим, ждем. Все, народ. Проехали мы этот Ачинск. Ну офигеть, конечно, я в шоке. Такие емищи, прям, вот так прям, ну, я не знаю, как будто разрез какой-то. Передняя ось, задняя, там смотри, он задней ножкой заденешь, он, видите, нож, который выезжает. Фуры вообще прям вот так, бах, бампера там оторвут, но это, блин, ну не дело. Ладно, там где-нибудь там, я не знаю, в Курмышах, но это же типа центральной трассы. Такая основная, как бы, артерия автомобильная. Такая фигня вообще творится в городе, причем. Я бы не сказал, ну, конечно, окраина города, но все равно завод, тем более, там. Ну, не знаю. Хотя бы щебенку еще какой-нибудь засыпали, потому что это не дело. Все, кончился Ачинск.
Все, едем. Зеленый наконец началась. А то пипец. Пробище во всю эту. Половина обводной этой окружной. Ребят, офигеть гроза сейчас. Прям молния такая. Гром. И такой клевый дождик проливной. Блин, а он стучит как град все равно что. Офигеть. Ладно, поедем. Да, град, смотрите, крупинки на асфальте. Он падает. Блин. Офигеть. Он, видите, град. Вот видите, сейчас получилось. Ну, с двойным выжимом все как положено, как всегда. Нормально включилось. Что бывает, нифига не включится. Так, ладно, едем. Блин, я весь в мыле. Чё? Блин, лучше постояли бы вот чуть-чуть. Он сейчас прошел этот циклон. И все, и поехали. Нужно сейчас по граду поэтому ехать. Все, хотел стекло отмыть от мух там. Ну, нормально, чтобы было. Что грязно, все в мухах каких-то, блин, тараканах. А тут видите как. И все само отмылось. Все искал заправку, где есть это. Щетка, швабра. Там бывает стоят ведра с этими щетками. А везде нет и нет, нет и нет. А тут видите как раз и все. И нормально все отмылось. Офигенно. Так, ребят, такие здесь сувенирчики и всякие масла, облепихи. Вот смотрите, что только нет. Рынок большой вообще. Ну, везде, в принципе, одно и то же, наверное. Суперочка. Ага. Прикольно. Есть подбутылки и так далее. Вот это светильники. Есть обыкновенная классика, потом абстракция, ну тоже загадочная. Ага. Вот такие предлагаю на подарки родственникам по 250, нечего их баловать. Рисунки разные. Бейсболку можно на голове пронести. Тут 10 тысяч. Был бы поменьше, наверное. Цена, наверное, не стояла бы. Бутылка перестойка обтянутая. 350 рублей. Офигеть. Можно налить чего-нибудь и держать в руке. Не тяжело. Ключницы, закрытые варианты. Ага. Открытые дальше пошли. Можжевеловые подставочки. Хлебницы. Это на 2 булки, есть на 1. Картина с бересты. Да, у вас тут очень много Да, вот что вам себе не тащить. всего. Там глаза Пойдемте разбегаются. дальше. Варенье шишек слыхали? Варенье из шишек? Конечно. Это кедровые часы. Рисунки разные. Да. Вообще огонь. Да. 1600. Они легкие. Мази для суставов хорошие. Так, это сосновое варенье, а это
кедровая с кедровым орехом ассорти. Мгм. 1-2 ложки в день достаточно, бронхолегочный иммунитет. А что почем варенье? Вот это 700 будет, а литровая банка 1,5. Ну, банка дешевле обойдется. Вот такие, ребят, вещи в Красноярском крае делают из дерева. Просто глаза разбегаются. Просто хочется все купить сразу. Но, увы. Но еще не дает одно, что обратная дорога, куда это все ложить. Например, если что-то взять, если объемные, массивные, то есть уже, если бы, например, в ту сторону ехать, да, можно было бы что-нибудь приобрести. Конечно, больше я хотел кедровых шишек с орехами. Или, например, кедровые орехи тоже есть. Просто орехи 250, такая большая кружка литровая пивная. Кедровые орехи 700 рублей. Тоже литровая такая, ну тоже стакан литровый большой такой. Банка, короче говоря. Вот. Шишка 50 рублей. Вот. Варенье бы я бы сейчас с удовольствием взял. Но есть одно но. Не дает. Одно но. Может быть, когда-нибудь в обратную сторону будет рейс. То обязательно. Так что, конечно, большое спасибо продавцу, женщине, которая так подробно все рассказала, показала. Просто я даже сам не знал, что спросить у нее, потому что глаза разбегались. Но она молодец, сама все рассказала. Так, ну а мы едем дальше до дорожной сети. Там, говорят, есть хорошая столовая, душ, прачечная и все такое, и стоянка. Вот, едем туда. Это примерно 10 километров. 722 километр. Так вот.